Охотник по имени Иван жил в российской деревне, окруженной густыми лесами. Он был опытным и отважным охотником, всегда готовым отправиться в лес на охоту. Так и этот день не стал исключением. Увидев рассвет за окном, Иван понял, что пришло время отправиться на его следующую охотничью экспедицию. Он поднялся с постели, оделся и сделал несколько глотков чая, чтобы прогнать сонливость. Когда Иван вышел на двор, он услышал странные звуки. Это было что-то невообразимое, рев, который проникал в самую душу. Иван остановился в недоумении и посмотрел в сторону, откуда доносились эти звуки. И его глаза расширились от удивления. Перед ним стояла огромная медведица, высокая почти как двухэтажный дом. Она стояла на задних лапах и рычала, раскрывая свой острый клык. Иван понимал, что медведица была взволнована, но что именно вызывало такую агрессию, оставалось загадкой. Иван был готов к таким моментам. Он быстро схватил свое ружье и прицелился. Однако, прежде чем он смог выстрелить, медведица повернулась и пошла в сторону леса. Сердце Ивана колотилось от волнения, он знал, что не должен терять медведицу из виду. Без раздумий он поспешил за ней, проникая все глубже и глубже в лес. Иван всегда считал, что медведи – опасные существа, но теперь он начинал сомневаться в своих представлениях. Он признавал, что медведи – умные животные и готовы на многое ради своих детенышей. Тем не менее, он не мог представить, что их встреча приведет к такому захватывающему событию. Медведица вела Ивана все глубже в лес, а тот следовал за ней настороженно и осторожно, готовый к любому повороту событий. По прошествии нескольких минут они добрались до озера, окруженного высокими деревьями. Но что поразило Ивана еще больше, это то, что на берегу озера был запутавшийся в рыболовной сети медвежонок. Маленькое создание, круглое и пушистое, но находилось в затруднительном положении. Оно передвигалось неловко, пытаясь освободиться от сети, уцепившейся за его лапку. Медведица смотрела на медвежонка с тревогой в своих глазах и рычала, вызывая на помощь. Иван осознал, что его представления о медведях были неверными. Он понял, что эти существа имеют глубокие чувства и способны проявить нежность и заботу. Без колебаний Иван приблизился к медвежонку, взял в руки свой нож и начал разрезать сеть. Медвежонок был испуган, но он ощущал, что охотник не нанесет ему вреда. Иван работал над разрезанием сети до тех пор, пока медвежонок не освободился. Когда он, наконец, освободил маленького медведя, тот взглянул на него с благодарностью и уверенностью. Ивану стало чувствоваться как-то тепло и радостно в его сердце. Он понял, что его личные предубеждения вредили ему и мешали увидеть истинную природу медведей. Он решил отказаться от своей прошлой жизни, став охотником-убийцей, и начать новую жизнь, посвященную защите дикой природы и всех ее обитателей. С того дня и по сей день Иван стал настоящим сторонником и защитником дикой природы. Он отказался от охоты и стал добровольцем в местном заповеднике, где работал над сохранением дикой природы и проявлением заботы о животных. Он посвятил свою жизнь защите медведей и других видов, которые находились под угрозой исчезновения. Маленький медвежонок, которого Иван спас, вырос и стал хозяином леса, признаваемым и уважаемым всеми животными в округе. Он стал символом единства и взаимопомощи, свидетельством того, что даже в самых трудных ситуациях люди и дикие животные могут помогать друг другу. Иван оставался его ближайшим другом и сторонником на протяжении многих лет, гордясь своим новым предназначением и зная, что он помогает сохранить жизнь внушительной и магической природы России. Однажды Иван получил письмо от местного ученого, который сообщил ему о странных смертях медведей, происходящих в лесах неподалеку от деревни. Ученый попросил Ивана помочь ему разобраться в этой загадке, так как охотник знал эти лесные места лучше всех.
Иван решил взять на себя эту ответственность и отправиться на поиски причины загадочных смертей медведей. Прибыв в заповеднике, он объединил усилия с ученым и его командой, чтобы провести исследования и поискать подсказки, ведущие к загадочному врагу медведей. Они провели несколько недель, следуя после медведей и изучая их поведение в их естественной среде обитания. Однажды, когда они наблюдали за семьей медведей, ученый поднял окрик радости. Он нашел что-то, что могло быть ключом к разгадке тайны. Оказалось, что эти медведи умирали от отравления ртутью, которая попадала в их организм через рыбу, которую они ели. Ртуть, содержащаяся в промышленных отходах, выбрасываемых в реку, попадала в рыбу, а затем в животных, оказывая на них смертоносное воздействие. Иван был возмущен и решил найти причину этого разрушительного загрязнения. Он узнал, что это была местная фабрика, которая безразлично выбрасывала свои отходы в реку. Это была жестокость, которую Иван не мог терпеть, особенно сейчас, когда он стал сторонником природы и защитником диких животных. Собрав поддержку со стороны местных жителей и других защитников природы, Иван взялся за организацию кампании по защите реки и природы вокруг нее. Он провел публичные слушания, писал петиции и даже обратился к государственным органам для окончательного прекращения загрязнения реки. С его решительностью и умением привлекать внимание людей, Иван и его команда смогли изменить политику фабрики. Фабрика была принуждена установить систему очистки воды и перейти на более экологически чистые методы производства. Охотник стал героем для многих людей и признанным защитником окружающей среды. Старый медвежонок, которого Иван спас много лет назад, стал символом победы над экологическими проблемами. Заповедник стал процветающим местом, и медведи стали жить в безопасности и благополучии. Иван нашел свое призвание в защите природы и стал известным активистом, путешествуя по России и миру, чтобы повысить осведомленность о важности сохранения дикой природы и противостояния разрушительным экологическим практикам. Его история стала примером того, как один человек может изменить мир и принести благо всем его обитателям, будь то люди или животные. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день. Охотник по имени Иван жил в российской деревне, окруженной густыми лесами. Он был опытным и отважным охотником, всегда готовым отправиться в лес на охоту. Так и этот день не стал исключением. Увидев рассвет за окном, Иван понял, что пришло время отправиться на его следующую охотничью экспедицию. Он поднялся с постели, оделся и сделал